Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой простой, замечательный ажурный узор, который идеально подойдет к любым весенне-летним вещам. Данный узор настолько прост, что подойдет мастерам начального уровня. Для большей наглядности я прикреплю схему узора. И давайте попробуем связать его вместе. Единственная сложность этого узора заключается в том, что в каждом ряду количество петель будет идти разное. Для набора петель раппорт составляет 11 петель в ширину и 6 рядов в высоту. Я набрала 13 петель, 11 петель узора и 2 кромочные. На изнаночной стороне я провяжу сейчас установочный ряд. Кромочную я просто снимаю. Далее 2 лицевые, 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот это мой раппорт. Далее 2 петли симметрии. Они будут лицевыми. 2 лицевые. И кромочная петля. Первый ряд узора. Кромочная, я ее просто переснимаю. Далее идет 2 лицевые. 1, 2. Прошу прощения, 2 изнаночные. Далее идет 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, накид. И 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 петли симметрии. Они у меня изнаночные. И кромочная петля. Это я провязала первый ряд. Второй ряд вяжется по рисунку. То есть у нас идет 2 лицевые петли, 11 изнаночных, потому что накиды мы тоже провязываем изнаночной петлей. Вот накиды. И в этом ряду у нас увеличилось количество петель в каждом раппорте на 2. И 2 петли симметрии лицевые. Кромочную петлю в изнаночном ряду я провязываю скрещенной изнаночной. Третий ряд. Кромочная. 2 изнаночные. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, лицевая,
третья лицевая и опять накид. 4 лицевых и 2 петли симметрии. В лицевом ряду кромочную я провязываю лицевой скрещенной петелькой. При таких кромочных очень легко, красиво сшиваются изделия. Все петельки ровные и правильно смотрят. Четвертый ряд я вяжу по рисунку. Здесь количество петель увеличилось еще на 2 в каждом раппорте. Вот накид, я его провязываю изнаночной петлей, далее изнаночные петли, еще один накид и 4 изнаночные петли, 2 петли симметрии и кромочная петля. Вот идет расширение небольшое, но в узоре в общем этого видно не будет. Пятый ряд. Здесь листочки закрывать можно 2 способами. Сейчас я вам покажу один из них. Кромочная, 2 изнаночные. А теперь 4 петельки нужно провязать вместе или же закрыть альтернативным способом, который я вам сейчас покажу. Я снимаю, переворачиваю все петельки, возвращаю их на спицу и теперь попеременно сбрасываю петли, начиная с 4 петли. Я ее подхватываю и через вот эти 3 петли сбрасываю. Сбросила первую петлю. Сейчас поправлю, чтобы ничего не потерялось. Далее сбрасываю 3 петлю. Подхватываю ее таким образом. Эти 2 петли придерживаю и сбрасываю. Далее я сбрасываю 2 петлю. На камеру это делается немножко неудобно, поэтому получается медленно. В вязании все это значительно проще. Придерживаю первую петлю, чтобы она не слетела, и сбрасываю 2 петлю. Эту петлю провязываю лицевой, оставшуюся. Ниточка заделась, провязываю лицевой. Да, ну что ж ты ей сделаешь? Вот такой как узелок получается. Можно вообще, как вариант, эту петлю не провязывать, а просто переснять на спицу. Далее накид, 5 лицевых, накид. И то же самое мы проделываем с этими 4 петельками, только в другую сторону. Для этого я пересниму петли на правую спицу и поочередно беру, придерживаю, сбрасываю. Следующую петельку беру, сбрасываю, 2 петлю беру, сбрасываю. В данном случае я оставлю ее не провязанную. И 2 изнаночные. Вот такие вот узелочки получаются в данном случае. 6-й ряд вяжется полностью по рисунку. Кромочная, 2 лицевые, изнаночные петли,
и 2 лицевые петли симметрии. Вот такие узелочки получаются. Но мне больше нравится другой способ, которым я вязала образец, который показывала в начале видео. И сейчас я покажу вам его. Начало вяжется точно так же. Первые 4 ряда. Поэтому провязываем их самостоятельно. Я провязала 4 ряда узора. Теперь 5-й ряд. Как вязала я образец. Кромочная, 2 изнаночные. Теперь вот эти 4 петельки я провязываю как 4 вместе с наклоном вправо. Для этого я меняю расположение петель, чтобы передняя долька смотрела на меня, не было скрещенных петелек. И теперь подхватываю с левой стороны все эти 4 петли вместе. Вот, подхватила, ничего не потеряла и провязываю их как 4 вместе лицевой. Тогда вот так выглядят эти петельки. Закругление листика. Далее идет накид, лицевые петли, накид и 4 вместе с наклоном влево. Здесь у меня петельки расположены правильно, получаются не скрещенные. Я подхватываю все 4 петли и провязываю их как 4 лицевые вместе. 2 изнаночные, петли симметрии, кромочная петля. Вот так в этом случае получается закругление листочка. Вот эти узелочки, узелочками такими, красиво смотрятся на более толстой пряже. Поэтому, как вариант,
его тоже, этот способ можно использовать. У меня ниточка тоненькая, поэтому больше понравился вот этот вариант. Вот он в образце, у меня провязан такой же вариант, как я провязывала второй. Вот такой красивый ажурный узор у нас получается. Всем легких петелек. До встречи на канале.